Прошло несколько месяцев с того самого морозного утра, когда девушка впервые увидела ладушку на остановке. Жизнь шла своим чередом. Работа, дом, заботы. Но история с той собакой почему-то осталась в памяти особенно ярко. Девушка, которую звали Марина, иногда смотрела старые фотографии на телефоне, где ладушка лежала на диване, завернувшись в плед, или с интересом изучала миску с кормом, будто не веря своему счастью. Воспоминания вызывали тепло в сердце, но и легкую грусть, ведь животное, спасенное от холода и жестокости, уже жило в другой семье. Марина надеялась, что у ладушки все хорошо. Однажды, в воскресенье, Марина решила прогуляться по парку. Было солнечно, но холодный, свежий мартовский день. Снег уже начал подтаивать, в воздухе чувствовалась весна. На одной из скамеек она увидела пожилого мужчину, который кормил голубей. Рядом лежала старая сумка, из которой выглядывал пушистый хвост. Марина подошла ближе, и ее сердце дрогнуло. Это была собака, не ладушка, другая, но такая же грустная, грязная и худая. Пес смотрел на прохожих с надеждой и легким страхом, будто каждую минуту ожидал удара. Марина подошла к мужчине. «Ваша собака?» «Нет, дочка», — ответил он. «Прибилась тут неделю назад. Я ей еды приношу, но домой взять не могу. Сам в общежитии живу. Там с животными нельзя». Пес, услышав разговор, встал и подбежал к Марине. Он осторожно ткнулся носом в ее ладонь, затем сел и взглянул ей в глаза. Те самые глаза, полные надежды и немого вопроса. «Ты меня не прогонишь». Марина не выдержала. Все повторилось. Звонок в такси, поездка домой, запах уличной шерсти, грустные мысли о том, как много бедных животных живут на улицах. Муж встретил ее с ухмылкой. «Еще один?» «Еще один», — слабо улыбнулась она. Собаке дали имя Рич. Он оказался невероятно ласковым, быстро освоился в доме и, как позже выяснилось у ветеринара, был породистой собакой, просто давно потерянной или брошенной. У него на ухе был старый, почти стершийся клеймо. Через соцсети Марина даже нашла людей, у которых, возможно, он когда-то жил. Но когда они приехали, чтобы взглянуть на пса, то лишь бросили: «О, выжил все-таки!» и ушли. Марина была в шоке. Как можно быть такими равнодушными? Она гладила Рича, который прижался к ее ноге, будто тоже понимал, что только что избежал возвращения в кошмар. Прошло немного времени, и Рич стал полноценным членом семьи. Он подружился с кошкой Жужей, которую Марина и ее муж когда-то подобрали на даче, и даже начал охранять дом. Лаял только по делу, но убедительно. Его характер был спокойным, но настойчивым. Он всегда следил, чтобы все были в порядке. Если кто-то болел, ложился рядом и не отходил. Если Марина задерживалась, сидел у двери и ждал. Марина начала задумываться, что ей стоит серьезно заняться помощью животным. Не просто подбирать их с улицы, а создать приют. Пока что маленький, домашний. На первых порах с волонтерами, за свой счет, а потом может и фонд организовать. Муж поддержал ее, друзья откликнулись. Так начался проект, который назвали «Теплый дом». Они сняли небольшой дом за городом, отремонтировали его и переоборудовали под временный приют. Поставили вольеры, утепленные будки, организовали медицинское обслуживание. Местный ветеринар согласился помогать за символическую плату. Первых животных нашли уже через пару дней. Пес с отмороженной лапой, кошка с вырезанным ухом, щенки, которых выбросили в коробки. Марина не справлялась одна. Волонтеры начали приходить. Среди них была школьница Лиза, которая после уроков приезжала кормить животных и гулять с ними. Были и пенсионеры, и молодые пары. Один парень, программист по имени Антон,
Создал сайт и странички в соцсетях, где рассказывал истории спасенных животных, собирал донаты, публиковал фото до и после. Люди начали замечать. Появились подписчики, началась поддержка. А однажды случилось настоящее чудо. Ладушка, та самая собака, нашла способ снова связаться с Мариной. Точнее, ее новые хозяева. Увидев пост о приюте, они написали Марине, прислали фото и видео Ладушки. Она была такой счастливой и резвой, как никогда. Обнималась с детьми, гонялась за мячом, спала, свернувшись калачиком у камина. На видео она радостно махала хвостом, услышав знакомый голос. Марина была уверена, что собака помнит ее. Через неделю они приехали в приют. Привезли целую коробку корма, медикаменты и игрушки. Ладушка вышла из машины и сразу бросилась к Марине, завиляла хвостом, запрыгнула ей на руки. Это была встреча, полная слез, смеха и воспоминаний. «Ты изменила нашу жизнь», — сказала новая хозяйка Ладушки. «Мы никогда не думали, что собака может стать таким близким существом». Шли месяцы. Про теплый дом писали в газетах, приглашали на местное телевидение. Марина стала проводить лекции в школах о заботе о животных. Приезжали классы на экскурсии, детям рассказывали истории спасенных собак и кошек, показывали, как ухаживать за ними, как важно быть добрыми. Некоторые потом приходили с родителями, чтобы забрать домой нового пушистого друга. С каждым днем история начиналась заново. Новая собака, новая судьба, новый шанс. Марина больше не просто спасала животных. Она строила целый мир, в котором есть место для доброты, сострадания и заботы. Она верила, что каждый может сделать маленькое доброе дело. Кто-то принесет еду, кто-то поможет с перевозкой, кто-то просто обнимет испуганного щенка, и это уже спасение. Иногда вечерами, сидя в тишине, она смотрела на Рича, на Жужу, на фотографии Ладушки и думала. А ведь все началось с одного холодного утра, с одной собаки, которую нельзя было оставить на морозе. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!